Всем добрый день! Сегодня на улице пасмурно. Меня зовут Наталья. На канале Practical Russian мы изучаем русский язык. Сегодня у меня для вас необычное видео. Сегодня я хочу показать вам что-то и сказать, как это называется. Например, что это? Вы знаете, как это называется? Сегодня мы будем изучать материал и форму предмета. Возможно, эти слова будут новыми для вас, поэтому вы можете использовать транскрипцию. Ссылка на транскрипт под видео. Там же будет аудиофайл. Вы можете послушать аудио несколько раз. Все эти слова очень полезные. Это урок для уровня beginner. Моя история будет не очень трудной. Больше материалов для уровня beginner внизу по ссылке под видео. Вы можете быстрее улучшить свой русский язык. И там есть бесплатный файл. В этом файле 150 полезных фраз. Как что-то спросить, как что-то заказать. Файл бесплатный, ссылка под видео. А сейчас, что я хочу вам рассказать? Поехали! Я хочу рассказать вам небольшую историю. Недавно я купила подарок для подруги. Я решила подарить ей фен. Я заказала фен онлайн. Я не хотела идти в магазин. Я знала бренд и артикул, и поэтому я заказала фен онлайн. Это быстрее и удобнее. Через 2-3 дня я получила свой фен. Но вот проблема. Я могу показать вам эту коробку. Это фен. Я заказала этот фен для подруги. Моя сестра рекомендовала мне этот фен. И я получила его в коробке. Это коробка с феном. Но вот проблема. Коробка повреждена. Они повредили коробку, и теперь фен выглядит не идеально. Коробка повреждена, и, если честно, я не знаю, что делать. Я не понимаю, почему они не упаковали эту коробку. Это коробка от производителя. В коробке лежит фен. Фен в коробке. Обычно службы доставки упаковывают товар. Это товар. Это фен. Это фен. Фен – это товар. Обычно они упаковывают. Они кладут эту коробку в другую коробку или они кладут коробку в пакет, чтобы не повредить товар. Но они не сделали этого. Они не положили эту коробку в пакет, и теперь она повреждена. Я не понимаю, как так? Я не знаю, мне подарить этот фен или мне заказать новый фен. Ну, если честно, у меня нет времени заказывать новый фен, поэтому я буду дарить так. У меня нет выбора. И мне нужно упаковать этот фен. Это подарок. Мне нужна красивая упаковка. У меня дома нет красивой упаковки, но у меня есть пакеты. У меня есть подарочные пакеты. У меня здесь 2 подарочных пакета. Это пакеты, это красивые пакеты, это подарочные пакеты. У пакета обычно есть ручки. Это ручки. Да? Это пакет и 2 ручки. Я могу положить подарок в пакет. Этот пакет чуть-чуть маленький. Да, я думаю, в этот пакет я могу положить подарок. Ну, ужасно. Так, я кладу фен в пакет. Теперь фен лежит в коробке. Коробка лежит в пакете. Красивый подарок. Ну, симпатично. Я расстроена из-за коробки. Кошмар. Подарок готов.
Последнее время я часто покупаю что-то онлайн. Я открываю онлайн-магазин и заказываю. Недавно я заказала себе косметику, и я получила ее в коробке. Обычно они упаковывают или в пакет, или в коробку. Это коробка. Она картонная, это картон, и она прямоугольная. Да, форма прямоугольник. Да? И здесь косметика. Я получила свою косметику в коробке. Это шампунь. Здесь спрей для волос и вода, термальная вода. И еще что-то. Мгм. Здесь у меня стоит коробка с обувью. Это моя обувь. Она тоже картонная и квадратная. Ну, это не квадрат, это прямоугольник. Там моя обувь. Это подарок в подарочном пакете. И недавно я заказала себе новый чехол, и я получила его в маленькой коробке. Это чехол для очков. И здесь вот такая упаковка еще, чтобы не повредить чехол. Этот чехол кожаный, он из кожи, и он лежал в этой коробке. Он был упакован в упаковку, да, и еще был в такой маленькой картонной коробке. Это тоже картон. Сейчас я очень часто заказываю в онлайн-магазинах, и я получаю коробки. Иногда я получаю пакеты. Недавно я делала видео, мы с сестрой купили новую вешалку, и мы тоже получили ее в коробке. Да, это коробка, картонная коробка. Вы можете посмотреть это видео на канале. Когда мы ходим в обычные магазины, нам дают пакеты. Здесь у меня пакеты. Это 2 пакета, они бумажные, материал бумага. Это пакеты из магазинов. Я покупала одежду, и мне дали эти пакеты. И здесь 2 маленьких пакета. Это полиэтиленовый пакет. И обычно у пакета есть ручки. Да? Здесь 2 ручки, здесь тоже есть ручки. Материал полиэтилен. Это полиэтиленовый пакет. По факту это просто пластик. И я покупала что-то в Ресторе, и мне тоже дали пакет. Обычно они дают эти пакеты бесплатно, когда вы покупаете что-то в магазине. Здесь бумажные пакеты и полиэтиленовые обычные пакеты. Когда мы ходим в продуктовый магазин, мы ходим за продуктами, нам тоже предлагают пакет. В России обычно эти пакеты платные. Вам нужно купить пакет, и они дают вам обычные полиэтиленовые пакеты. У меня есть здесь пакеты, они с ручками. Это обычный пакет. Материал полиэтилен, это пластик. И есть маленькие пакеты, они тоже с ручками, для овощей и фруктов. Чтобы купить овощи и фрукты, вы берете такие пакеты. Я беру такие пакеты для овощей и фруктов, они бесплатные, но я не покупаю большие пакеты. Обычно я беру с собой свой пакет. У меня есть сумка шопер, и я хожу в магазин, и я не покупаю полиэтиленовый пакет. Я думаю, что это не очень хорошо для экологии. И когда мы покупаем продукты, обычно продукты тоже упакованы. Здесь у меня продукты, я хочу вам объяснить. Так, это пачка риса. Это рис, и он упакован. Он упакован в такой пакет. Это упаковка. Все это упаковка. Все продукты упакованы. Это пачка риса. Это пачка макарон. Это пачка. В пачке лежат макароны. Здесь в пачке лежит рис. Это упаковка, но мы говорим пачка. Обычно я покупаю 1 пачку риса, иногда я покупаю 2 пачки макарон. Здесь у меня казинак, здесь пачка казинака. В этой упаковке лежит казинак. Она
пластиковая, да, это упаковка, это не бумага, это не картон. Вот у меня здесь коробка чая. Эта коробка, она картонная, да, она квадратная, и внутри чай. Это коробка чая. Или можно сказать упаковка чая. Здесь у меня упаковка кофе. Ну, это пачка кофе, да? 100 грамм кофе, небольшая пачка кофе. И здесь пачка печенья. Я уже почти доела это печенье, здесь осталось чуть-чуть. Это пачка печенья или упаковка печенья, но это не коробка. Здесь только одна коробка, вот она, упаковка риса, пачка риса, упаковка макарон, пачка макарон, упаковка казинака, пачка казинака, упаковка печенья, пачка печенья или кофе. Сейчас я хочу повторить слова и объяснить вам разницу еще раз. Номер один. Упаковка. Упаковка салфеток, упаковка печенья, упаковка сока, упаковка таблеток. Обычно мы упаковываем товары. Коробка и пачка – это упаковка. Мы что-то упаковываем, и они в упаковке. Например, это салфетки, это влажные салфетки, они в упаковке. Это упаковка салфеток. Я купила 2 упаковки салфеток. Или здесь у меня ватные палочки. Это упаковка ватных палочек. Я купила 1 упаковку ватных палочек. Они упакованы. Все товары обычно упакованы. Они или в коробке, или в упаковке. Это материал полиэтилен, да, это пластик. Они упакованы, они в упаковке. Это может быть или коробка, или пачка. Номер 2. Коробка. Коробка обычно квадратная или прямоугольная. Это материал картон. Например, это маленькая коробка. Это материал картон, это косметика, да, и это коробка. Это квадратная коробка. Здесь у меня коробка карандашей, это прямоугольная коробка, это картон тоже. И внутри лежат цветные карандаши. Это коробка карандашей. У меня стоит коробка обуви. У меня есть коробки с обувью. Они картонные, они квадратные, они прямоугольные. Еще у меня есть коробка конфет. Это тоже коробка. Это картонная коробка, и в ней лежат конфеты. Коробка конфет. Она не квадратная. Это коробка странной формы. Это коробка конфет. Когда вы покупаете новый телефон или новый компьютер, вы получаете их в коробке. Или вы покупаете утюг, он тоже будет в коробке. Очень часто мы кладем товары в коробку. Она квадратная. Коробка – это тоже упаковка. Следующее, номер 3, пачка. У меня здесь есть пачка риса. Может быть пачка макарон, пачка риса, пачка кофе или пачка чая, пачка чипсов, пачка пельменей. Обычно это материал полиэтилен, да? Обычно пачка пластиковая. И вы не можете использовать рис без пачки. Пачка вместе с продуктом. Пачка чипсов. Без упаковки чипсы вы не можете купить. Вам нужен или пакет, или другая упаковка. И продукт вместе с упаковкой пачка. Да, это пачка. Я купила 2 пачки риса. Нет, 1 пачку риса и 2 пачки макарон. По идее, это тоже пачка салфеток. Можно сказать, упаковка салфеток или пачка салфеток. Мне нужно 1 пачку салфеток. Это тоже пачка. Без этой упаковки вы не можете купить эти ватные палочки. Это тоже 1 пачка ватных палочек. И номер 4 – пакет. Пакет обычно дают, когда вы что-то покупаете. У меня здесь бумажный пакет, это
материал бумага, и полиэтиленовый пакет – это материал полиэтилен. Пакет обычно с ручками, вы берете его, чтобы положить ваши товары. Я надеюсь, это понятно. И по традиции мои 4 вопроса. Вопрос номер 1. Сколько коробок у вас сейчас в комнате? Сколько коробок у вас сейчас в комнате? Что вы храните в этих коробках? Что вы храните в этих коробках? Вопрос номер 2. В вашем доме всегда есть пачка печенья? В вашем доме всегда есть пачка печенья? Или может быть упаковка молока? Или может быть упаковка молока? Вопрос номер 3. Как вы думаете, какой материал более вредный? Картон, пластик или полиэтилен? Как вы думаете, какой материал более вредный? Картон, пластик или полиэтилен? Вопрос номер 4. Вы берете пакет на кассе? Вы берете пакет на кассе? Хорошая работа. Теперь вы знаете больше русских слов. Теперь вы знаете материалы и формы предметов. Я вас поздравляю! Вы можете использовать PDF и аудиофайлы, ссылка внизу. На моем патреоне есть подписки и больше материалов для практики. Также у меня есть короткие истории. Вы можете читать эти истории и делать упражнения. Эти истории для уровня Intermediate, но вы можете слушать их. И так вы быстрее улучшите свой русский язык. Возможно, вы уже готовы слушать истории для уровня Intermediate. Если вы не скачали мой бесплатный файл, ссылка под видео, там 150 полезных фраз. Еще раз повторяю, ссылка в описании. Вы знаете, зачем мне YouTube канал? В этом видео я объясняю, как правильно использовать почему, зачем. Какая разница, почему или зачем? Смотрите это видео. Пока-пока.